Здравствуйте, уважаемые друзья! Я приветствую всех любителей и профессионалов рынка капиталов. Меня зовут Игорь Кокорин, я руководитель компании ICN Holding. И сегодня мы начинаем нашу традиционную рубрику, которая называется, ежемесячную рубрику, кстати, которая называется «Теоретические размышления возле биржевого камина». Биржевой камин, он, в общем-то, есть, хотя здесь он сейчас не виден. Ну, прежде чем я буду продолжать, я должен вам сказать одну очень любопытную новость. Мой канал на YouTube присоединили к такой системе Doubling. То есть это система, которая распознает язык, на котором подключается, в который пользователь входит, да, и тогда человек может посмотреть на мое видео на том языке, который он, в общем-то, использует и на который настроен его компьютер. Если компьютер настроен на несколько языков, такое тоже бывает, там переключатели стоят, это часто бывает русский, английский и так далее, может еще какие-то языки, то можно там зайти в сеттинг, то есть в установке прямо на экране этого видео и выбрать тот язык, на котором вы хотите посмотреть. То есть в этот момент времени все, что я говорю, переводится на тот язык, который выбрал пользователь. Это вот оно уже первое, наконец-то, достижение искусственного интеллекта. Это очень стало интересно. Тем не менее, вот такая ситуация есть. Поэтому я, наверное, буду делать не только по-английски, но и не только по-русски, но и по-английски некоторые названия, чтобы человек, кто читает, допустим, по-английски, он мог понять, о чем это видео, и, соответственно, настроить это видео на тот язык, который он понимает. Так что, господа, теперь вы можете совершенно спокойно рекомендовать мои видео другим людям, даже тем, кто по-русски ничегошеньки не понимает, ничего не осознает и так далее, так далее. Так что, пожалуйста, смотрите, это будет интересно. Потихонечку я перенастрою мой YouTube-канал, чтобы он воспринимал там поисковик, чтобы был, там хэштеги были по-английски тоже. Ну, не так быстро, не все сразу. Тем не менее, это, в общем-то, можно будет делать. Так что, пожалуйста, вот можете это дело и рекомендовать. Ну, а мы с вами переходим сейчас непосредственно к теме нашего сегодняшнего занятия, да, теме нашего сегодняшнего рассуждения. Это теоретические размышления. И давайте мы посмотрим, называться оно будет. Я уже даже думал, как же мне лучше назвать. Наверное, все-таки самое лучшее — это путешествие в альтернативную реальность. Почему? Вы сейчас все прекрасно поймете, да, потому что это действительно очень даже любопытно, то, что сейчас происходит на рынках. А на рынках, если так это в целом, я сейчас не говорю про вчерашний день, да, а я в целом, то, что сейчас происходит, это совершеннейшее безумие, повторение самых великих пиков, которые мы наблюдали буквально за последние столетия, а может быть даже и выше, и это хлеще, чем 1929 год, сильнее, чем 2000 год. Пики, которые были у нас перед кризисами, целая полоса кризисов шла в 70-е годы, 80-е годы прошлого столетия, ну и, конечно, нулевые, 2007-2009 год. Одним словом, мы откровенно находимся перед серьезными событиями. Ну, а кое-кто, вот давайте, вот теперь мы будем окунаться в альтернативную реальность, а кое-кто говорит: неужели, да, это уникальное время в истории? В какой-то степени да. Это действительно уникальное время в истории, потому что мы на этих пиках, возможно, это за 100 лет самый крупный пик, самый большой пузырь по всех отношениях. Вот посмотрите, степень, в которой спекулянты приняли в свои объятия рисковые активы, странна и уморительна, с чем мы с вами будем сейчас и разбираться. Ну, в этом месяце нас угощали, так сказать, разные аналитики, фундаментальные аналитики, комментаторы, множеством поразительнейших примеров. Это что-то невероятное. Ну и вот некоторые, так сказать, вы знаете, что мы входим в сообщество Эллиотчика, так вот, некоторые из этого сообщества, поклонников теории волн Эллиота, собрали ряд таких новых за все времена рыночных статистических выкладок, да. То есть, как говорится, лучшее во все времена, самое большое возможности сейчас кричат. Рынку есть место, куда расти. Он будет только расти, как ракета. Искусственный интеллект подтолкнет сейчас все акции еще выше. Они и так безумно дороги, но будет еще больше, еще лучше, еще выше. Прямо, знаете,
как этот, олимпийские девизы, помните, выше, быстрее и так далее, и так далее. То есть это совершенно невероятно. Ну вот разные, вот сегодня мы с вами приведем некоторые выкладки от таких поклонников волны лёда, как Стив Пуэц или же Питер Элиадис. Тоже с вами, в общем-то, здесь и посмотрим. Так что, что ж, давайте погружаемся в альтернативную вселенную. Общая стоимость американских акций для США. Вот посмотрите, здесь как раз-таки на этой диаграммке очень-очень хорошо видно, что происходит в последние годы. ВВП является самым высоким за всю историю, да, вот если взять у нас общую стоимость оценки акций, разделить на ВВП, то есть не ВВП самый высокий в истории, а соотношение именно акций, деленное на ВВП. Вы видите, как в последние вот эти вот годы, буквально аж с 2008, когда все провалилось, вот оно докуда выросло, аж до соотношения, аж более чем 3,6. Это совершенно безумная такая переоценка. Сегодня этот коэффициент в 10 раз, как говорится, выше самой низкой точки, которая была в начале 1980-х годов. Помните, что это не просто высокие цены, это цены относительно эталона, а именно экономической активности. Это совершенно невероятно. Но давайте посмотрим дальше. У нас есть еще один такой измеритель. Вот здесь на этой диаграмме показано соотношение, которое в 3 раза больше, чем на минимуме 2009 года. Вот смотрите, она показывает соотношение, которое в 4 раза больше, чем на минимуме 2009. Прошу прощения, предыдущее, вот, чтобы нам не запутаться, предыдущее соотношение, оно больше в 3 раза, а если мы возьмем следующую диаграммку, это оценочный измеритель Уоррена Баффета, да, это рыночная капитализация крупнейших 50 компаний относительно ВВП, да, и вот это превышение здесь в процентах как раз-таки показано. Так она показывает соотношение, оно в 4 раза больше, чем на минимуме 2009 года. На нем здесь как раз-таки 50 акций самой высокой капитализации, и соотношение почти удвоилось с уровня 2020 года, что указывает на то, что тонкий список лидеров превосходит широкий список просто невероятно быстрыми темпами. Но вы сами вот можете посмотреть, когда еще в преддверии 2000 года, можете посмотреть, было всего лишь превышение в 74% от ВВП вот этих крупнейших 50 компаний. В последние следующее десятилетие было обрушение на минус 17%. Вот, пожалуйста, на это обратите внимание, в общем-то, это очень важно. Потом, когда было гигантское обрушение и превышение от ВВП было всего лишь 26%, тогда за следующее десятилетие рост был аж на 366% у нас вот этих компаний. Это же невероятно. Но сегодня, сначала это было 97% превышения в декабре 2023 года, а сегодня аж на 110, то есть это невероятно много, 110 превышения от ВВП. Это же безумие, это больше, чем это было у нас в нулевых годах, я уж не говорю, перед кризисом 7-9 годов, там вообще было скромненько, прямо скажем, вот кризис, когда вот 7-9 год у нас прежде чем наступил, тут тоже было небольшое превышение, ну, в общем-то, всего лишь где-то процентов на 50, а потом уже наступило обрушение. Так что то, где мы находимся сейчас, это заоблачно, просто заоблачно. Но давайте дальше будем смотреть, это, как говорится, шагаем по планете альтернативной реальности. Так вот, общая рыночная капитализация по странам. Взгляните, это же тоже безумие. Так вот, стоимость фондового рынка больше, чем стоимость всех стран вместе взятых, которые показаны на этом графике. Ну а на этом графике так на всякий случай находится и Южная Африка. Ну тут понятно, 0,4 всего лишь, это немного 0,4 триллиона. Но если мы посмотрим, взгляните, вот у нас Европа 18,8, да, капитализация. Китай плюс Гонконг, который, прямо нахваливает, там чуть ли не вторая экономика мира, это 17,2, и США 63,8 триллиона долларов. Кстати, во многом это объясняет вот этот уровень долгов, когда мы говорим, что да, долги очень высокие, но по отношению к капитализации компании не так уж и высоко. А в Китае этого нету, поэтому там тоже, в общем-то, получается достаточно высокий уровень долгов. Но при этом давайте дальше пойдем. Видите, высокая оценка американских акций подтолкнула
общий процент акций среднего домохозяйства, то есть как обычная семья вкладывается в акции, да, то есть инвестирует до самого высокого уровня, по сути дела, до 50% от всех активов домохозяйств. То есть, посмотрите, если вы чем-то владеете, там дом, прочее, то если вы возьмете стоимость дома, землю, какое-то то, что вам принадлежит, и акции в среднем одной семьи, то получится, что половина активов она держит в инвестициях, а другая половина в остальных активах. Это очень много. Сравните с другими странами. Япония 13% вложений, Британия 10% вложений, Евросоюзе 10%, в Китае всего лишь 9%. В США 49%. Ну, это практически 50%. Это очень-очень много. Но шагаем широко по планете дальше. Долларовая сумма акций, приобретенных розничными, мелкими, неумытыми инвесторами в первой половине 2025 года, она превысила сумму первой половины 2021 года, когда рынок в последний раз испытывал безумие покупок. Это же что-то невероятное. Вот безумие покупок у нас было, взгляните, вот 152,8, 153,7, 22 год, первая половина, сейчас 155,3. Это же что-то, это же невероятно много, и это, конечно же, вызывает откровенную тревогу. Ну и еще один, уже так сказать, вишенка на торте. Общий объем активов, прикрепленных к ETF с кредитным плечом, сейчас мы очень-очень будем много говорить про это дело, только что сделал новый за всю свою жизнь максимум. Вот взгляните. Только-только, в общем-то, до того безумия и жадность выросла, что 135 миллиардов долларов, это с финансовым плечом, вложено. Это же, назвать безумием, я уже много раз это повторил, назвать альтернативной реальностью, я это тоже уже повторил. Одним словом, что-то происходит совершенно сногсшибательное. И мы еще с вами дальше поговорим. Как говорится, рынок таксистов и чистильщиков обуви продолжает шагать по планете. Почти все обязательства у нас, конечно же, находятся на длинной стороне. Что имеется в виду? Длинная сторона, вы знаете, да, есть длинная позиция, есть короткие позиции, чтобы вы понимали, о чем речь, да. И длинные позиции — это когда мы покупаем какой-то актив и им владеем, это называется long, да, длинная позиция. Если мы сначала продаем с целью заработать на падении, это называется short, да, или короткая позиция. Не совсем, скажем так, удобный перевод, но его переводят буквально профессиональные, так сказать, и трейдеры, и инвесторы, поэтому так и говорят long, short, то есть длинный, короткий. То есть это на самом деле это означает, либо вы владеете, либо вы продали то, чего у вас нет, и для того, чтобы потом рассчитаться. Так вот, эта статистика не говорит о степени используемого рычага, да, что кричит об экстремальности за все времена. Вот посмотрите, есть такая статейка и такой заголовок, да, есть. Самая дикая ставка ETF, такие фонды ETF, 400% волатильность для розничных искателей острых ощущений. Это что-то невероятное. Так, во всяком случае, писал Bloomberg Intelligence 26 июня. 26 июня, прямо-таки в мой день рождения. Давайте посмотрим, что же они пишут. Здесь у меня будет много цитат сегодня, но они нужны и важны, чтобы вы понимали, какова атмосфера этого безумия в альтернативной реальности. Гонка за обслуживание высоко спекулятивных, жаждущих риска розничных трейдеров или дигеновых инвесторов, да, прямо почти как дегенеративных инвесторов, разогревается, так как продукты с волатильностью, превышающей 400% S&P 500, выходят на рынок, разрушая барьер в 4-й раз в этом году. Да, вот это плечо финансовое, 400% от того, что делает S&P 500, что-то невероятное. Им все мало-мало, жадность зашкаливает сейчас на рынках. Новые запуски фондов ETF пытаются превзойти друг друга, накапливая кредитное плечо, финансовое плечо на все более нестабильных акциях, особенно на новых и неизвестных именах в квантовых вычислениях и искусственном интеллекте. Куда же без искусственного интеллекта? Последний уникум предлагает двухкратное воздействие на квантум компьютинг.
Представляете, квантовый компьютинг это и так уже волатильность сумасшедшая, а тут еще и двухкратное, то есть еще большее воздействие, что делает его самым нестабильным ETF в мире, примерно в 30 раз более изменчивым, чем S&P 500. Представляете, то есть плечо практически 30-кратно. Конец цитаты. Да? Вот это вот Bloomberg Intelligence нам сообщил 26 июня. Но и все это становится все более безумным. Инвесторы считают кредитное плечо ETF настолько желательным, что появилась совершенно новая отечественная индустрия в США, позволяющая общественности использовать отдельные акции. Я уже вам на эту тему говорил, а сейчас давайте-ка мы поподробнее посмотрим, что нам на эту тему пишут, так сказать, профессионалы этого рынка. И вот эта вот статейка вышла 10 июля 2025 года из Bloomberg. Ну, здесь у нас будем сейчас цитаты смотреть и выдержки. Полностью всю статью нет смысла. Называется она «Финансовые менеджеры стартапов заманивают миллиарды розничных трейдеров с помощью ETF высокого риска». Да, высокорискованные. Что же они пишут? Это, конечно, что-то. Одноакциевые ETF с кредитным плечом. Послушайте внимательно. Одноакциевый, вот какая там диверсификация? Просто один ETF, то есть один фонд, покупает одну акцию и дальше при помощи финансовой инженерии, при помощи деривативов, опционов начинают накручивать на это дело кредитное плечо. Да, практически любого размера можно это сделать, используя опционы. Так вот, одноакциевый ETF с кредитным плечом используют производные инструменты для умножения длинных и даже коротких позиций. Ну, помните, шорт, который на продажу используется для эффективности всего лишь одной ценной бумаги. Такого я в жизни, знаете, в нулевых годах я разное встречал. Но такого я еще не встречал в моей, так сказать, скромной жизни, потому что одна акция, все портфолио, весь портфель состоит из одной акции и кучи деривативов на эту же самую акцию. Несколько лет назад этих рискованных, нестабильных продуктов даже не существовало в США. Я думаю, что и в мире, где ETF чаще ассоциируются с недорогим индексным инвестированием. То есть ETF всегда было индексы, да, то есть такое корзиночное инвестирование, куда люди вкладывались, и это было более или менее безопасно, там, ну, как бы ты понимал, что ты в сектор вкладываешься, либо в какой-то индекс. Но во многом благодаря новому поколению розничных трейдеров, скандирующих YOLO, ну, YOLO это живешь один раз, да, у них теперь около 22 миллиардов долларов, и размер вложений нарастает в подобного рода ETF. 22 миллиарда долларов. Более 3 миллиардов долларов из них контролируются начинающими менеджерами фонда. Ну, многие, вот один из которых, например, домашний офис в Гринвиче. Представляете, 3 миллиарда долларов контролируются одним человечком, который сидит у себя в Гринвиче. Ну, я понимаю, что Гринвич в США это дорогое место для проживания, но тем не менее, это один человечек купил одну акцию и навалил на нее разного рода деривативов. Вот и вся недолго. Но мы читаем дальше эту статью. Критики говорят, что это причуда фондовой индустрии предоставляет инвесторам-любителям продукты с высоким уровнем риска, которые многие не до конца даже понимают, а также создает все более странные инструменты финансовой инженерии. Тем не менее, денежные средства продолжают поступать, и новые механизмы продолжают запускаться. Рекордные 73 вот таких фонда ETF с кредитным плечом, или прямым или обратным ETF, ну, прямые или обратные, имеется в виду либо длинная позиция, либо в короткую позицию тоже нагружают ее плечом, которые были запущены в США в 2024 году, по данным Bloomberg Intelligence. Это больше, чем 2 предыдущих года вместе взятые, и более половины из них используют одну акцию. Одна акция в фонде ETF. Да, я понимаю, что есть различные ETF с фондовым плечом, но они хоть худо-бедно, но хотя бы какую-то корзинку делают, да, то есть там 2, 3, 10 акций, 20, индексы делают и так далее. Но одну акцию
Эх, это, конечно, безумие. Так вот, этот год уже затмил прошлое, то есть текущий год, с более чем 100 продуктами с кредитным плечом или обратным, да, тоже обратное плечо, в целом 3/4 из которых являются инвестированием в одну акцию. То есть тогда еще 24 год было, как говорится, 78, а сейчас более 100, и вот 3/4 из них одна акция. Жадность человеческая не знает предела. Кредитное плечо, применяемое к каждому фонду, работает только для возврата за один день. Вот тут начинаются лукавости. Многие думают, что если вы купили эту акцию этого ETF, то она стабильно работает классно, там только на рост и так далее, и так далее. Но надо понимать, каждый день внутри этого ETF с одной акцией из кучи деривативов, опционов, происходит так называемый settlement, то есть расчетный, да, то есть он работает только один день, и потом происходит некое сбрасывание каждый день внутри за счет самого ETF. То есть, если вы потеряли что-то, происходит сбрасывание, вы потеряли, фиксируется внутри ETF, и потом все начинается как бы внутри по новой. Текущие расходы со временем рушат из-за этого эффективность и могут сорвать часть денежных средств, оставшихся в продукте. То есть, грубо говоря, упало что-то, вы думаете, ну там же плечо большое, там, допустим, пятикратное. Ну вот вы потеряли, на 1% упала акция, вы 5% потеряли, вы думаете, ну вот сейчас на 5% вырастет, и вы обратно все вернете. А нет, там происходит сбрасывание, происходит перерасчет, и чтобы вернуть то, что вы потеряли, нужно уже заработать не 5%, а примерно 10-12%. Вот те, кто с этим сталкивался, я с этим сталкивался, это давно очень, не именно с этими единичными ETF-ами, но с любыми ETF-ами, которые используют плечо, у них это фишка, да, и вот тогда, конечно, отыграть практически, если вы начали там терять, практически невозможно, если вы будете держать там свои деньги долго. Ну, продолжаем цитату, да. Входящие в инвестиции люди, да, или инвесторы позже могут процветать в космосе благодаря неустанному спросу на продукты со стороны индивидуальных инвесторов. Решившиеся не попасть в ловушку всегда думают, что другие люди глупее, чем они есть на самом деле. Да, и потому предлагаются более сложные продукты, которые включают в себя стратегии опционов для получения этого живительного сока. Вот все только и думают, что да, сейчас я же не последний такой, за мной еще придут и будут покупать. Ну, это своеобразная пирамида. Кто выигрывает? Выигрывает фонд ETF. Вот они как раз таки, они, как правило, дорогие, они говорят, мы же очень делаем большие дела, там постоянно управляем, менеджируем, покупаем опционы, продаем и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, это закончилась эта статья. Какие же акции теперь используют такие вот, в общем-то, гаврики? Что им хочется? Ну, как там насчет NVIDIA, да? NVIDIA Corporation, мы же помним. Акции компании этой в настоящее время стоят более 4 триллионов долларов. То есть такая капитализация. Это больше, чем стоимость целых стран. Я вам уже говорил. То есть это 4 триллиона долларов. Посмотрите, Российская Федерация, там 2,1-2,2 триллиона долларов ВВП. А это почти в 2 раза больше. Ее стоимость сейчас, на сегодняшний день, вот этой компании NVIDIA равна 3,7% годового мирового ВВП. Это что-то, да. Согласно резюме искусственного интеллекта, и вот если вы зайдете, ну, набирайте искусственный интеллект, вы там много информации можете иногда получить. Если бы NVIDIA была страной, ее рыночная капитализация оценила бы ее как 5-ю по величине экономику в мире, уступив только США, Китаю, Германии и Японии. Так нам сообщают некоторые чат-боты искусственного интеллекта. Еще один рост цены акций на 16% повысит их оценку выше даже, чем Германии и Японии. А NVIDIA стремится еще больше расти. На долю NVIDIA приходится более 8% стоимости S&P 500. То есть доля 8% внутри S&P 500. Последний раз, когда акции оценивались более чем в 8% от S&P, была акция IBM в
1969 году. Как раз таки это все происходило на переднем крае медвежьего рынка. Помните, я еще сегодня уже сказал, да, что в принципе 70-е, 80-е годы вот тогда и начались всякие безобразия, кризисы, обрушения, и тянулись они достаточно долго. Вот IBM тогда была одной из зачинщиц этого дела. Так вот, оправдана ли сегодня такая осторожность? Понимаете, ведь цена завышена, она очень большая. Значит, следует быть осторожным по логике. Но это в нашей жизни, в нормальном рассуждении, это правда. В альтернативной реальности все по-другому. Никто даже и не думает осторожничать. Посмотрите, вот вам заголовок такой есть. NVIDIA, двоеточие, 4 триллиона долларов. И, только не падайте в обморок, она по-прежнему недорогая. И давайте разберемся, почему. Да? Вот так звучит заголовок. Представляете? То есть уже астрономически дорогие акции, но комментаторы, аналитики говорят, нет, она недорогая. Альтернативная реальность. Инвесторы используют кредитное плечо и другие подобного рода подходы и способы. Например, сумма торговли опционами на колл-контракты в долларах, взгляните вот на этот вот у нас график 7, да, взлетела с момента пика фондового рынка в 2021 году, как будто после этого времени сформировалось совершенно новое мышление. То есть взгляните, с 2004 года, вот давайте мы так более или менее здесь вот этот вот картиночка вот так вот обрисуем, да, вот она вот так вот. Здесь как-то объемы колл-опционов, которые торговались на S&P 500, здесь как раз таки показано в миллиардах долларов, она была более или менее, ну, разумной. Но после этого, в 2021 году, скачок, ну, совершенно астрономический к каким-то заоблачным высям. И вы что, думаете, это все пройдет бесследно? Конечно же нет, это обязательно скажется. Или вот еще один у нас такой график, это более даже удивительный, что почти 2/3 всех объемов опционов, если вот взять вообще все опционные контракты, это опционы нулевого дня. То есть практически это 0 дней до истечения срока. Это самый высокоспекулятивный инструмент. Спекулятивней среди опционов уже дальше просто нету. То есть практически это нулевой день, когда опцион истекает, и вот им начинают развлекаться. Вот они все эти действия, они открываются и практически в течение одного дня закрываются. И что это? Это не инвестирование, это даже не спекуляция, это уже похоже просто на азартную игру. Но дальше движемся, вот дальше пойдем. Посмотрите, сходят с ума не только мелкие неумытые трейдеры и розничные продавцы. В конце июня хедж-фонды, вот посмотрите этот вот график номер 9, которые должны управляться опытными менеджерами. Они покупали финансовые акции со скоростью чуть не рекордной в еженедельной статистике, доступной за последнее десятилетие. И взгляните, да, вот практически это с 2016 года просто невероятно высоко. Вот последний раз такой уровень покупок, вот здесь вот видите, взлет, синий такой столбик, а потом уже еще выше, вот подскочил, даже был в 2021 году такой, но он еле-еле дотянул, а сейчас еще выше, еще больше, как говорится, да, олимпийские прямо лозунги, вот так вот получается. Так что в середине июля темпы, безусловно, достигли самого высокого уровня за всю историю, если мы в июль будем брать, потому что здесь все-таки немножко отстает, да, вот здесь данные, в общем-то, последние несколько у нас отстающие от июля, да. Но дальше смотрим, посмотрите, вспышка оптимизма с апреля также проявляется в деятельности управляющих фондами. Они перешли от третьего самого быстрого поворота к осторожности к самому быстрому повороту в принятии риска за последние четверть века. И здесь это хорошо отображается. Видите, здесь такой, так сказать, трехмесячная оценка, и она вот здесь это все отображает. Все минимумы вот в этом индикаторе были отличным временем для покупки, но каждый пик здесь был отличным временем для продажи. Но
что мы видим? Мы видим как раз-таки, не-не-не, будем покупать на пиках и так далее. Поэтому последние данные показывают, что это еще один признак крайнего энтузиазма инвесторов. Посмотрим следующий у нас заголовочек. Это долговые бумаги. В долгах тоже что-то происходит невероятное. И здесь мы часто говорили, изучали и будем еще изучать серьезность всего этого дела. Долг. Он является двигателем всех вот этих спекуляций. Мы с вами говорили, это маржинальные долги, обычные казначейские, корпоративные и прочее. Так вот, долг сейчас достиг рекордно высокого уровня, как в США. Посмотрите вот на этот график, мы с вами видим, это свыше уже 18, под 19 триллионов долларов. Так и во всем мире, посмотрите, здесь мировой долг достиг рекордного уровня в 324 триллиона долларов США только лишь в первом квартале. А ведь когда-то он был вообще меньше 100 триллионов еще до нулевого года. И что? Это очень-очень серьезно. Насколько более позитивным может стать социальное настроение и как долго еще может расширяться основной двигатель инфляции – долг? Ну, вы знаете, скоро мы, наверное, узнаем, но тем не менее это очень важно понимать. Давайте сейчас немножечко порассуждаем следующий такой заголовочек. Тонкие предупреждения о предстоящих неприятностях. Да? То есть мы с вами зафиксировали альтернативную реальность и в плане безумия, которое происходит. Ну а теперь кое-что еще. Так вот, на приведенных выше диаграммах, которых я уже показывал, беспрецедентные крайности в оптимизме. Это является предупреждением, просто колоссальным предупреждением, что делать дальше. Тем не менее, тонкие признаки внутренней слабости, они также предвещают разворот к спаду. И несмотря на рекордные цены и кредитное плечо, количество акций, участвующих в росте, в общем-то ослабевает. То есть, видите, мы с вами показали безумие, и некоторые вещи мы сейчас посмотрим, которые отображают нам некоторые нюансы. Ну вот посмотрите, сейчас мы покажем вам 3 графика, в общем-то, с 13 по 15. Они что нам показывают? Первое, что вы видите. Акции в середине диапазона капитализации S&P едва движутся по отношению к акциям с самой высокой капитализацией. То есть широта рынка невероятная у нас упала. Посмотрите, сужение широты все-таки идет все ниже и ниже. Она у нас, видите, от плюс одного стандартного отклонения до минус одного стандартного отклонения. Ну и среднее где-то вот около минус 6 находится. Сейчас оно невероятно упало. Это аж ниже минус 1 стандартное отклонение. То есть широта сужается. Это о чем говорит? Что рынок концентрируется всего лишь на нескольких акциях, а другие компании средней капитализации, малой капитализации просто улетают в тартарары. Или же вот давайте посмотрим еще кое-что. Еженедельная линия роста и снижения, рост падения на Нью-Йоркской бирже, она достигла максимума в 2021 году. И с тех пор отстает от цен на индексы. Посмотрите, вот верхний такой оранжевый график, это у нас получается недельные, так сказать, данные, это новый пик в S&P 500, SPX, если посмотреть, это так обозначается этот индекс. А рост падения, он состоялся аж до 22 года, практически в конце 21-го, вот он пик роста падения этой линии, а после этого только лишь, в общем-то, снижение. И это тоже слабость, это явно намечаются определенные вещи. Ну и, конечно же, еще один график, который, как говорится, заглядываем под капот и смотрим, и оказывается, что 97,8% акций S&P не находятся на новой 52-недельном максимуме сейчас в середине июля. Посмотрите, только лишь 2,2% акций, они выше 52-недельной скользящей, 52 недели это год практически, и это тоже важно понимать. То есть концентрация крупных компаний, она такую ложную картинку вводит для нас, что просто с ума сойти. Посмотрите сами, белым цветом здесь S&P 500 взлетает, а синим цветом показаны как раз-таки компании, которые достигают уровня 52-недельной скользящей, либо и выше.
Это же что-то. Вот оно просто, вот смотрите, практически с осени прошлого года, вот оно скатилось на уровень 2,2%. Это вообще просто безумие. Но мы посмотрим следующий у нас раздел. Это криптовалюты, такие любимые многими из моих слушателей. Так вот, давайте и перейдем, тоже взглянем. Мы уже давно наблюдали, что биткоин и S&P 500 движутся параллельно друг другу, соответствуя тенденции аж с 2009 года. И это пока еще работает. И биткоин, и S&P 500 достигли новых максимумов в июле. Это бычий рынок с таким уровнем оптимизма, что он распространился на некоторые предпочтительные рынки. Лидеры продолжают лидировать, а отстающие продолжают отставать. Вот так оно и происходит. То есть крупники растут, а мелочь, как мы уже только что показали, продолжается. И вот крипторынок был оценен около нуля всего лишь 5 лет назад, ну там не около нуля, но близок, вот взгляните, крипторынок, я помню до сих пор, там в 2020 году еще было там 300, там 200 миллиардов, это в общем-то крохи. А что сейчас? Сейчас он буквально за последние 5 лет взлетает аж к 4 триллионам долларов. Вот это пик, который мы здесь с вами видим. И это невероятно. Но тут есть еще похлеще некоторые вещи. Взгляните, криптовалюты вначале были неким таким нишевым рынком. Ну, появились, и их обозначали хорошо, некая ниша сформировалась для криптовалют, на них кто-то зарабатывал. Но теперь этот нишевый рынок уже имеет свои собственные ниши, то есть свои собственные ответвления в виде различных концепций. Ну вот посмотрите, одна из этих концепций или таких ниш – казначейские компании. Что такое казначейские компании? То есть компании, которые просто покупают и хранят на своем имени криптовалюты. Это невероятно. Их можно назвать прокси цифровых активов, как показано вот на этой табличке, которая достаточно информативна. Так вот, некоторые криптоинвестиции даже стали опираться на другую безумную идею Уолл-стрит, а именно на компании по приобретению специального назначения, то есть компании SPAC. Если раньше SPAC покупали другие компании, то есть они сливались, там были поглощения, обратные поглощения и так далее, то теперь SPAC просто-напросто покупает криптовалюту. И таким образом, как бы говорит, у меня есть активы, покупайте мои акции. То есть можно купить акции компании SPAC, как бы так это в виде через прокси, как будто бы вкладываясь в биткоин. Но сейчас мы увидим, здесь ловушек очень много на самом деле. Так вот, действительно, есть другие инвестиции в криптовалюту, которые включают в себя обратное поглощение, или же называются они здесь обозначены как RTO, да? Вот. И это тоже безумие. То есть иногда это называется обратное IPO, или вместо RTO это обратное RPO, то есть это офферинг такой, который представляет собой процесс, с помощью которого небольшая частная компания выходит на публику, приобретая более крупную, уже зарегистрированную на бирже компанию. Но этот процесс я сейчас не буду заниматься обучением, он достаточно хорошо известен среди профессионалов, да и непрофессионалы тоже хорошо знают, но вы здесь видите. Вот что сегодня происходит у нас в цифровых активах, во всех вот этих вот криптоиндустрии, во что это сейчас развилось. Но не уходите далеко, здесь будет еще дальше, и ловушки показаны чуть-чуть попозже. Вот еще одна статейка об обоих типах инженерных инвестиций, которые в настоящее время используются в криптовселенной. Вот называется так: криптоказначейские фирмы поедают Уолл-стрит через компании SPAC. Наступил бум слияний. Так сообщается 11 июля 2025 года издательство Bloomberg. Что же они пишут? Вот такое название дали, теперь что пишут? На Уолл-стрит разворачивается многомиллиардный эксперимент с рынками капитала, поскольку предприниматели используют компании с пустыми чеками и обратные слияния, чтобы обнародовать свои активы через цифровые инструменты. То есть, грубо говоря, чтобы вы понимали, пустые чеки — это компании SPAC, о которых много раз говорили, в которые вкладываются инвесторы, они выписывают чек и даже не понимая, куда пойдут их деньги, в какой актив для инвестиций.
Также я упоминал тут обратное слияние, то есть это так называемое обратное поглощение, когда крохотная компания начинает поглощать более крупную компанию. Там есть такой механизм, он относительно простой, но тем не менее его активно сегодня используют. Фирмы эти привлекают акционерный капитал и конвертируемый долг для покупки криптовалюты, вводя активы в инструменты, которые уже торгуются на фондовой бирже с разной степенью финансового проектирования. Делаем прогноз, да? Так пишет, это все цитата, это, как говорится, из Блумберга. И вот они говорят, делаем прогноз, рынки будут продолжать вознаграждать за доступ к кредитному плечу по нестабильным токенам. Вот такая вот, это все будет продолжаться, так считает Блумберг. Я не очень уверен, но дальше сейчас давайте посмотрим. И мы продолжаем цитату из предложенной статьи. Посмотрите, вот эти новички, инвесторы, новички, да, присоединяются к волне публичных компаний, созданных по образцу Strategy. Ну, здесь Strategy, вы видите, это самая первая строчка в этой таблице. Это производителя программного обеспечения, который, как известно, превратился в гиганта с биткоинами, то есть с группой биткоинов общей сложности стоимостью около 70 миллиардов долларов. Но обратите внимание, она держит 70 миллиардов долларов как казначейская компания, то есть в виде биткоинов, а рыночная ее капитализация 126,4 миллиарда, то есть индекс мультипликатора 1,9. То есть она не владеет на самом деле таким объемом капитала в виде даже биткоинов, но тем не менее, пожалуйста, за ее акции платятся чуть ли не в 2 раза больше, чем ее активы. То есть практически, ну то, что больше, это значит торгуется с премией. И то есть получается, что рынки акций учредили стратегию с премией, доходящей аж до 200% от стоимости его чистых активов, что делает его высокооктановой ездой на взлетах и падениях крупнейшей в мире криптовалюты. То есть просто-напросто откровенно эксплуатируют вот эту идею. Или посмотрите, 21 Capital, у него 12 миллиардов его капитализация получается, а мультипликатор 2,6. То есть они разделите на 2, получается, что, ну, грубо на 2,6, получается, хранят они всего лишь где-то около 5 миллиардов криптовалют. Или же вот Kindly MD Incorporated, у него капитализация 7,2 практически, а хранят они всего лишь навсего 700 миллиардов, получается, 700 миллионов, прошу прощения, мультипликатор 9,4. Ну, герой мультипликатора, и вот Bitmain Immersion Technology, посмотрите, 15,6 больше получается мультипликатор по стоимости уже акций самой этой компании, чем они хранят саму криптовалюту. Это же безумие. Это просто откровеннейшее безумие платить, переплачивая в 15 раз больше, чем стоит сам биткоин, либо там какая-то другая криптовалюта. А мы продолжаем цитату из этой статьи. Фирма, возглавляемая биткоин-евангелистом Майклом Сейлором, сегодня оценивается более чем в 120 миллиардов долларов, вдохновляя гораздо меньших подражателей на быстрый путь к накоплению собственной орды. Собрать наличные, криптовалюту или и то, и другое, найти больную грошовую акцию или компанию SPAC без всякой цели и объявить на весь мир о такой сделке. И к вам тут же присоединяются разные сумасшедшие инвесторы, которые готовы к вам вкладываться. Знаете, люди, которые иногда там, я знаю, там ICN пытаются что-то там критиковать, прочее, вы посмотрите, что творится в мире. KBW прогнозирует, что если бизнес на рынках акционерного капитала, связанный с цифровыми активами, включая обратные слияния, обратные поглощения, о которых я уже вначале говорил, вырастет более чем на 300% в этом году. Вот тебе, Надя, то есть практически 3-кратное, 4-кратное увеличение такого безобразия. В отличие от ETF, которые пассивно отслеживают цены, криптоказначейские компании должны активно управлять капиталом, накапливая эти токены и выпускать акции или долги для финансирования операций. То есть, грубо говоря, они
покупают эти вот монеты, криптовалюту, а чтобы покупать, они дополнительно имитируют акции, либо выпускают разного рода долговые бумаги, на которые опять-таки покупают те же самую криптовалюту. Центральный вопрос, согласно недавнему предупреждению управляющего активами VanEck, есть такая очень большая компания, заключается в том, как эти фирмы будут ориентироваться при спаде рынка. То есть, когда все растет, все чувствуют себя прекрасно. А что будет, когда рынок будет падать? По словам Мэтью Сигала, руководителя фирмы по исследованию цифровых активов, реальный тест не создает премию на бычьем рынке, а будет выживать просто, когда эта премия исчезнет. Вот так. То есть, пока премия есть, которую мы сейчас с вами уже говорили, обсуждали, все прекрасно. А если наценка на вот эти акции, она исчезнет, не будет этого ажиотажа, а будет просто провалы, что будет делать такие ETF? Ну, это уже на самом деле конец цитаты из этой статьи. Еще одна ниша крипторынка – это мем-монеты, мем-коины так называемые, которые являются просто модными вещами. Они стали настолько популярными, что комментаторы и аналитики называют их финансовым сектором. И популярность этого сектора растет рекордными темпами. Вот вам пример, еще одна статья. Тоже из Bloomberg 12 июля 2025 года. Название этой статьи: платформа memcoinpump.fun привлекает $600 миллионов всего лишь за 12 минут. Ну, давайте посмотрим, что же они пишут. Платформа, которая позволяет людям создавать свои собственные высокоспекулятивные токены. То есть любой может, даже вы можете туда, на эту платформу зайти, создать свой токен там какой-нибудь под собственным именем и быстренько набрать денег. Так вот, она собрала уже $600 миллионов в течение 12 минут, вот в прошлую субботу. Так называемое первоначальное предложение монет Pump.fun входит в число крупнейших за всю историю и происходит через день после того, как крупнейший криптовалютный и рыночный ориентир биткоин достиг нового рекордного максимума. Вот это я понимаю, вот это ажиотаж. Тут пессимизмом даже не пахнет, осторожностью даже не пахнет. Это просто безумие. Платформа сообщила в своем посте от 9 июля на соцсетях X, ну бывший Twitter, да, что она планирует продать 150 миллиардов своих токенов по цене $0,004 США или же 4 миллиона за монету, и что она уже продала блок из 180 миллиардов токенов по той же цене частным инвесторам. Публичная продажа привлекла в результате $600 миллионов, в результате чего общий объем продаж составил $1,32 миллиарда. Платформа заявила, что инвесторы в США и Великобритании пока что не имеют права покупать такие токены. Грубо говоря, ощипывают всех вокруг, кроме США и Великобритании. Это, как говорится, интересно и любопытно. Мемкоины, да, мем-монеты, это тип криптотокена, который часто ассоциируется с разного рода шутками, мемами, знаменитостями. Вот президент США Дональд Трамп выпустил свою собственную монетку незадолго до своего второго президентского срока в январе. Ну, естественно, назвал ее крайне редким именем, а именно Трамп-коин, да, вот и все, вот вам, пожалуйста. Как розничные, так и профессиональные инвесторы вложили в эти секторы миллиарды долларов, вот в этот уже сектор, который, да, теперь уже называется и сектором. Конец цитаты. Это я вам все привожу факты, это не просто какие-то там надуманные, выдуманные вещи, а это все очень важные моменты. Ну давайте продолжаем разговаривать. В разгар этого безумия очень опытный инвестор, который купил 10 тысяч биткоинов в 2011 году всего лишь за 78 центов за монету, он только что на днях продал весь свой пакет. И это был, конечно же, умный шаг, надо сказать. Уоррен Баффет продал банковские акции на сумму $3 миллиарда. Баффет, это понятно, человек умный, продвинутый. Но что происходит дальше? Никто не подражает ни этому инвестору, который продал монеты, которые он купил в биткоины в 2011 году. Никто не подражает Баффету, ну, за исключением ICN Holding, потому что мы как раз-таки делаем это не с монетами, не с криптовалютой, а именно с вложениями на денежный рынок. Все остальные, наоборот, на пике покупать, покупать и еще раз покупать. Но давайте посмотрим, а что же у нас происходит на рынке жилья. Ну, вот вам еще один
график из серии сумасшедших из категории альтернативной реальности. Ну, что называется, напоследок, хотя еще будет одна диаграммка чуть попозже, но она уже не графическая будет, а картиночка вы увидите. Так вот, это великолепный долгосрочный рекорд, скорректированный на инфляцию цен на жилье в США за последние 135 лет. Посмотрите, многие задают вопросы, а что сейчас с недвижимостью, а будет ли она расти? Ну, подумайте сами. Вот перевожу на русский. Бабл — это пузырь, да? Вот чтобы вы понимали. Бабл 2006 года был пузырь, сейчас еще больший пузырь 2025 года. Поэтому сами вот представьте себе, что у нас происходит. Вот видите, аж с 1890 года там цены у нас, помните, падали к 1930 году и падали, а потом только лишь росли. Правда, в общем-то, были моменты, когда у нас в 7-9 год было обрушение с пузыря. Ну, сами можете догадаться, если в 2006 году был пузырь, то сейчас в 2025 году тоже начинается обрушение. Вот этот график, он нам представлен из компании Reventure Consulting. И неудивительно, что сейчас при таком пузыре молодые люди не могут позволить себе даже покупку дома. Многочисленные вмешательства, мы много раз о них рассказывали, отравили этот рынок. Это прежде всего двумя наиболее вопиющими компаниями, когда создавались государством фирмы по кредитованию жилья. Вы это очень хорошо знаете, да? Чтобы компенсировать отсутствие арендодателей либо инвесторов. То есть кредиты в виде там Fannie Mae, Freddie Mac, такие агентства, но они такие проправительственные агентства, они частные, но на самом деле они государством создавались для того, чтобы помогать покупать это жилье. В результате вздули цены до невероятных уровней. И знаете, я уже в своей жизни пережил один этот пузырь 2007 года, хотя уже я тогда был домовладельцем, сейчас уже давным-давно у меня все восстановилось, и дома по ценам восстановились, сейчас довольно-таки все нормально. Но это, когда идет обрушение, это очень больно и это очень тяжело. Вот как будет происходить будущее недвижимости практически по всему миру, оно будет падать в ценах. Хотя пока что вы видите, что да, цены растут, как здорово, и все весело пляшут по этому поводу. Куда бы вы ни бросили взгляд, куда бы вы ни посмотрели, все ненормально. Везде сплошная альтернативная реальность. Рынки растянуты до абсурда. Каждый пузырь лопается. И самый большой пузырь всех времен приведет к самому большому пузырю, который только можно себе представить. Потому что мы находимся на уровне великого суперцикла. И будьте осторожны. Я надеюсь, те, кто смотрит и слушает вот это мое теоретические размышления, поймут этот момент и не будут на пиках лезть в авантюры. К сожалению, я гляжу на наших клиентов в рамках компании Ascend Holding, и я вижу, нет. И многие из наших клиентов покупаются на этот пузырь. Ну, давайте посмотрим такой заголовок. Линейная экстраполяция жива и здорова. Да, сюрприз. Аналитики в банках повышают свои целевые показатели по фондовому индексу. Вот это еще одна примета времени. Никто даже и не думает предупреждать инвесторов и различных простых людей, своих клиентов, о том, что мы находимся на пике. Вот посмотрите, Goldman Sachs, Bank of America повышают прогнозы по S&P 500. Помните, как часто я вам на эту тему рассказывал, показывал дайджесты новостей и так далее. И в статье в New York Times говорится, что это легко достижимо, да, это просто вот новые уровни, и все к этому будет расти. И вот посмотрите, пишется, рецепт для удвоения доходности акций снова и снова. Время является секретным ингредиентом инвестирования, говорит ветеран рынка. То есть, грубо говоря, плюньте вы на все эти дела, просто положили деньги, даже если рынок упадет, ничего, он вернется. Правда, мы с вами недавно узнали, я вам рассказывал, что статистически при гигантском обрушении рынка, да, когда происходят серьезные кризисы, вернуться обратно к тому, что вы вложили, потребуется 60 лет. Если вы молоды, если вы в 30 лет все это сделали, а у вас в 30 лет обрушился рынок, то примерно к 90 своим годам вы, конечно же, обязательно рынок вырастет, и вы получите свои деньги. Ну, я сейчас это коротко говорю, потому что я об этом уже рассказывал. Крупная брокерская фирма соглашается со всеми этими рекомендациями, что рынки только будут расти, и говорит,
Это не тайминг для рынка, то есть это не время, это время на рынке, уникальное время, так говорит брокерская фирма. Но время не является секретным компонентом, инфляция является. Вот инфляция. Цены до в реальных деньгах не изменились с 1929 года. Мы с вами много раз показывали индексы, которые в перерасчете на золото, например, показывают, что индексы падают, а не растут. Соучредитель крупной сети розничной торговли в США заявил в интервью для CNBC, такой телевизионный канал: если бы я сказал вам, какой я бычий по настроению, вы бы не поверили. Я никогда не был так возбужден в ожидании будущего Америки, как сейчас. Да. Никто так не говорил ни в 2009 году, когда рынки со дна поднимались, ни в конце марта 2020 года, да, когда рынки поднимались. Это выражение исторически повышенного социального настроения. То есть любопытно. То есть на дне никто не говорит «я бычий, я бычий». На пиках люди говорят «я бычий», предвещая то, что все должно рухнуть. Помните, в конце 1990-х годов, когда CNBC был в каждом телевизоре, в ресторане, баре, и люди массово присоединялись к так называемым инвестиционным клубам. А я это помню. Я помню конец 90-х, начало нулевых годов, когда еще не успело все рухнуть. Все просто ажиотация была невероятная. Начиная с первого квартала нулевого года, 2000-го, акции снижались в течение десятилетия. А что сейчас происходит? Вот коллега только что отправил следующее сообщение. На этой неделе в Panera Bread, это такая, знаете, почти столовая, ну, столовая хорошего, конечно, уровня, это сеть, в общем-то, сеть питания, но тем не менее. Так вот, в Panera Bread сидел мужчина за соседним столом, объяснял анализ свечного, как говорится, графика двум пожилым женщинам и предлагал купить Теслу в качестве, так сказать, хорошей сделки. В этот момент в другом, так сказать, за другим столиком, группа за столом рядом говорила о дейтрейдинге и опционах. Да, вот это и есть пик всего, пик соцнастроения и так далее. И это происходит не в 3 кварталах от Уолл-стрит, а где-то там, в тьму таракани, там, где вообще-то и не понимают особо, что такое акция, облигация, рассуждают о том, что купить. Это уже не просто рынок таксистов и сапожников, которые чистят обувь. Это уже рынок просто бабушек, которые готовы вкладываться. 14 июля широко сообщалось, что президент Трамп разместил в интернете следующее сообщение. Я выхожу на телевидение, и рынок уже сходит с ума. Я могу двигать его, просто разговаривая. Да, вот это уже, там уже, понятно, корона до небес, скребет небосклон своими, так сказать, этими шипами у Трампа. Но, тем не менее, он так считает. Один из комментаторов добавил тогда Трампу, его слова показывают, насколько мощными и чувствительными являются рынки к политическим заявлениям. Мы с вами знаем, что это полная фигня, это полная ерунда на самом деле по поводу влияния политических заявлений. Но сегодня да. И эта формула работает, к сожалению, и в обратном направлении. Надо отметить, такие заявления не меняют настроение рынка. Настроение рынка является движущей силой таких заявлений. То есть все наоборот. Вот какой рынок, так и происходит на самом деле. То есть Трамп сказал, я сказал, и рынок отреагировал. Наоборот, настроение на рынке сформировалось, и поэтому Трамп просто присоединяется к его настроению и делает либо мотивационные всякие политические заявления, либо негативные, но никак не наоборот. Вот она, альтернативная реальность. Все перевернуто с ног на голову, что называется upside down, да, как говорят в Америке. Когда фондовый рынок развернется, мы увидим в 1000-й раз, что заявления президента вообще не имеют никакой силы на самом деле. Тонким напоминанием о том, что фондовый рынок не реагирует механически на новости, является вот такой вот отчет 2-дневной давности. Акции Goldman Sachs Group Incorporated и Morgan Stanley упали в среду, 16 июня, да, вот сейчас же идет сезон отчетности, несмотря на большую, чем ожидалось, прибыль от 2 крупных банков. То есть
они действительно отчитались великолепно, прекрасная доходность. И казалось бы, если прекрасная доходность, акции должны расти, а они, что называется, упали. Морган Стэнли упал на 5% за 2 дня на хороших новостях. Вот вам и, как говорится, те, кто говорят, ах, на новостях надо торговать. Это событие является намеком на то, что может и должно произойти с фондовым рынком в целом. Не новости, не какие-то там определенные триггеры. Настроение общее и психология. Почему Goldman превзошел оценки прибыли и доходов с большим отрывом? Да, давайте задумаемся. Потому что у них была выручка от продажи собственных акций. Она выросла на 36% до уровня 4,3 миллиарда долларов во втором квартале. Фондовая мания делает фирму богатой пока что, на данный момент, но не то, как она работает. Вот это очень серьезно. Напоследок давайте финальную фишку альтернативной реальности. Посмотрите, модная сумка, сумка, в которой носят всякие вещи, которая стоит больше, чем ее содержимое. И намного больше. В настоящее время, если так смотреть по продажам некоторых таких изысканных вещей, здесь можно наблюдать 3 титула. Это самая дорогая, самая ценная сумка, когда-либо проданная на аукционе. Новый рекорд по модным предметам, продаваемым в Европе, да, тоже такая, в общем-то, рекорды ставятся. И самый ценный предмет роскоши, когда-либо продаваемый на аукционе Сотбис в Париже. Это что-то, вот глядя на эту сумку, посмотрите, эта сумка была продана на аукционе Сотбис за 10,1 миллиона долларов буквально за 10 минут. Знаете, конечно, мы не зря сказали, что сумка дороже, чем ее содержимое. Можно было бы подумать, что, может быть, в нее положили золотые слитки, и она со слитками продается. Но я вас разочарую, она продается пустая, нет там никаких слитков, и нету ничего, что могло бы ее поднимать дополнительно цену. Тем не менее, 10,1 миллиона долларов было вывалено за эту скромную сумку. Что в ней носить и куда с ней ходить, я понятия не имею, но даже трудно себе представить. Текущим рекордом для аукциона любого модного предмета остаются красные рубиновые тапочки от волшебной страны Оз, которые были проданы за 32,5 миллиона долларов в 2024 году. Вот вам сумочки, вот вам тапочки, вот вам все остальное. Что можно по этому поводу сказать? Альтернативная реальность. Но помните, от дороги из желтого кирпича, Yellow Brick Road, да, до дороги в забвение просто один шаг, один клик, 1 секунда, 1 мгновение, и ничего не остается от этих желтых кирпичей, от этих золотых брусков, а появляются просто карета, превращается в тыкву, и так далее, так далее. Сказку вы эту знаете. Ну что ж, уважаемые друзья, давайте на этом уже будем завершать. Будем потихонечку вытаскивать себя за волосы из этого, так сказать, альтернативного состояния, альтернативной реальности и будем приходить в нашу реальность. Вы знаете, я много раз говорил, для того, чтобы не попасть в эту жуткую катавасию, в этот замес, который... Я видел его, я много раз говорил, я видел, что происходило в нулевых годах. Все на моих глазах, вот это эта подвижка, там тоже была эта альтернативная реальность, интернет-компании росли, потом акции с 70 долларов за акцию падали до 2 долларов, до 1 доллара. Все это было, все это я видел. 2007 год такая же катавасия, обрушение и все вот эти проблемы я тоже видел. И я не хочу, когда-то я дал себе слово, что никогда я не позволю нашим клиентам, которые нам доверяют на нашей компании, пережить опять вот такую катавасию. Именно поэтому я так много занимаюсь аналитикой, именно поэтому я лезу вот в эти все изучения волн Эллиота, состояние настроений на рынке и прочее. Именно поэтому я предпринимаю те меры, которые мы сейчас делаем. И именно поэтому мы находимся в крайне таком консервативном направлении по стратегиям управления портфелями. И это дает нам возможность быть спокойными, потому что мы на денежном рынке, 80% нашего портфеля находится в состоянии и вложения в активы с нулевым условным риском.
Это очень важно понимать. Те, кто хочет поразвлекаться, я же никого не отговариваю. Хотите вкладываться на пиках в криптовалюты, в разные монеты, в спак, там, либо еще в какие-то авантюрные начинания, пожалуйста, вольному воле, или как говорят иногда по-русски, флаг вам в руки, вы вольны это делать, конечно же. Но когда все это будет рушиться, надо понимать, какие-то меры принимать. А я знаю, что большинство из вас просто не знает, как это делать. И будет вместе скатываться с этой горки на такой скорости, которую даже трудно представить. Поэтому, пожалуйста, вытаскивайте себя за волосы из этой альтернативной реальности для того, чтобы жить в реальном мире. Потому что по факту мы находимся на пике великого суперцикла, который предвещает впереди очень серьезное обрушение. Это не значит, что завтра все рухнет. Нет, я этого не сказал и не говорю. Мы же с вами смотрим вот нашу эту фотографию биржевого дня, биржевой недели. Я подробно рассказываю, на каком этапе мы находимся. Но факт остается фактом, что обрушение всегда происходит как диарея. Иногда за 30-40 минут рынок может улететь в тартарары просто мгновенно. И очень-очень даже глубоко. И такие акции я вам приводил. Да? Некоторые акции падали на 60-70% за 20 минут. При этом их все называли, что это лучшие акции в мире. Я не удивлюсь, вы скоро увидите, как Nvidia может то же самое соскользнуть невероятнейшим образом со своей этой вот пирамидальной вершины с уровня в 4 и выше триллиона долларов. Это сейчас она является, если бы она была бы страной, она была бы 5-й страной в мире по капитализации. Это сегодня, да. Завтра, завтра вы можете сами домыслить. Сегодня пока альтернативная реальность жива, мы находимся там, где находимся. Поэтому будьте внимательны. Вот я и хотел вам это все и показать, и рассказать в очередном теоретическом размышлении у биржевого камина. А выводы делать вам. Вы сами выбираете, как говорится, мы сами выбираем себе жену, дорогу, свой путь и так далее. Сами. На этом давайте завершать наш сегодняшний выпуск. Хочу пожелать вам всего самого, опять-таки, наилучшего при любых обстоятельствах, потому что я вас всех очень люблю, я отношусь к вам очень-очень по-доброму и вам советую, потому что нам надо всем объединяться. А если мы будем относиться по-доброму и любить друг друга, любить весь этот мир, то, объединившись, мы сможем его менять к лучшему. Будет и лучше здоровье, и физическое, и психическое, психологическое, какое угодно. И атмосфера будет достаточно нормальна. И из альтернативной реальности мы будем в нормальной, так сказать, человеческой реальности зарабатывать и иметь хорошее качество жизни и достаточно звонких монет в кошельке, чего я вам и желаю. Не подумайте, что я такой корыстный. Нет, я наоборот как раз-таки говорю, надо жить, предоставляя миру открытость, свою доброту и любовь. И тогда мы с вами действительно победим всякие, так сказать, злые чары и будем нести в мир добро. На этом я хочу завершить наш сегодняшний выпуск, и именно по этой причине еще раз хочу сказать: с добротой и любовью к вам, до свидания, до новых волнительных встреч.